вторая заключительная глава рассказа о советских писателях. Привет, друзья! Я Артемий Троицкий. 29-я серия популярной советологии, глава 2 рассказа о советских писателях и литературной жизни Советского Союза. Пропустим героическую историю Великой Отечественной войны. Многие писатели были на фронте, писали, очерки, репортажи, которые впоследствии прославились. Но война закончилась, и вскоре начался полный мрак. Конечно, наверное, вообще для советской культуры самое было мрачное время, это даже не столько 30-е годы, когда, как я уже сказал, удивительным образом, в общем-то, выходили довольно смелые, интересные и литературные, скажем, и кинематографические произведения, но об этом мы позже поговорим, и музыкальные. А самый был такой мрак, такой вот путинского типа, такой гнилой, вонючий, это было вот в конце 40-х и самом начале 50-х годов, до того момента, как издох Иосиф Виссарионович Сталин. Вот тогда вот шла борьба с космополитизмом, тогда развернулся вовсю государственный антисемитизм, убили там Михоэлса, дело врачей, то да сё. В общем, вся советская культура перешла вот на такие рельсы, которые сейчас бы, наверное, назвали северокорейскими, то есть сплошные были фильмы, про героизм советского народа, всяческие подвиги полководцев там и так далее. Литература тоже вся была парадная, шаг влево, шаг вправо, разгромные статьи в партийной и литературной печати. В общем, было все ужасно. Вот. Но потом, слава богу, сдох Сталин, и началась так называемая оттепель. И в эту самую оттепель писатели, а также поэты, сыграли очень значительную роль. Кстати говоря, само слово «оттепель», которое стало общеупотребимым, пустил в оборот писатель Илья Эренбург, известный, такой весьма малоизвестный еще в 20-е и в 30-е годы, большой дружок всевозможных левых иностранных писателей, из-за чего, собственно говоря, его, по-видимому, и не расстреляли. Хотя, в общем-то, висели над ним там всякие шпионские статьи, вот, и прочее, и прочее. Оттепель развернулась после 1956 года, когда произошел 20-й съезд КПСС, с высокой трибуны которого Никита Сергеевич Хрущев осудил культ личности Сталина, вот, и достаточно откровенно рассказал о многих, хотя и далеко не обо всех сталинских злодеяниях. Тогда же начались амнистии массовые, люди пошли из лагерей. Ну, посмотрите фильм «Холодное лето 53-го» или почитайте Солженицына, и, в общем, много чего интересного узнаете о тех временах. Ну, что касается до литературы, то она, естественно, воспряла, потому что цензура смягчилась и стало можно делать многое другое. Это касается и прозы, это касается и поэзии. Настоящий взрыв поэзии тогда в СССР произошел. То есть в это сейчас сложно поверить, но вот такие люди, как, кстати говоря, светящиеся там позади меня на экране, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, они выступали в спортивных огромных там этих залах, они выступали на стадионах. То есть они были как поп-звезды. И при этом без всякой музыки читали стихи. Кстати, музыка тоже была, потому что это же было время, когда стала невероятно популярной так называемая бардовская песня, то есть Булата Коджава, Александр Галич, Юлий Ким, ну дальше там уже и Владимир Высоцкий и так далее. И все это было очень свободолюбиво, все это было здорово. Писатели, поэты были полны энтузиазма, писали всякие книги типа «Звездный билет» Василия Аксенова.
Тогда же, значит, вышли первое произведение еще полных, значит, юношеского задора братьев Стругацких. Вот это вот была настоящая оттепель, когда, в общем-то, люди довольно искренне верили в то, что Советский Союз круче всех. И, естественно, это было во многом еще завязано на космос, на первый спутник, на Юрия Гагарина, первого человека в космосе и так далее. На 22-м съезде КПСС, это уже был, по-моему, 62-й год или 61-й, точно не помню, Хрущев провозгласил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, то есть через 20 лет будет коммунизм, потом, соответственно, это все переделали в анекдот, что вместо построения коммунизма к 80-му году решили Олимпийские игры в Москве провести. Вот. Но, во всяком случае, это было такое довольно недолгое, продолжалось это меньше 10 лет, ну, в общем-то, примерно до тех пор, как убрали Хрущева, а окончательно, я бы сказал, до 68 года, до вторжения в Чехословакию, ну или 66 года, когда начались первые процессы над диссидентами. Кстати говоря, опять же, писатели Даниэль Синявский и так далее, когда начались скандалы вокруг Солженицына. Вот, хотя один день Иван Денисович журнал «Новый мир» успел опубликовать. В общем, было такое интересное было время, которое, как вы знаете, затем плавно перетекло в застой. То есть была оттепель, потом начался застой. Ну вот можно считать, что застой так реально покатился где-то вот как раз с 1968 года, и появились диссиденты, и люди начали уезжать за границу и печататься за границе. Возник сам издат, возник там издат. Ну, там издат на самом деле был и в 20-е, и в 30-е годы, потому что, скажем, те же циники Мариенгоф или роман с кокаином, они были опубликованы где-то там в Берлине или в Париже. Значит, да, это были 20-е, 30-е годы. Ну, а теперь, значит, стали публиковать, ну, естественно, Борис Пастернака, доктор Живаго, это какой-то 58-й год, он Нобелевскую премию за это дело получил, за прозаическое произведение, от которой потом, естественно, отказался. Вот, Войнович, солдат Чонки, ну, естественно, архипелаг ГУЛАГ и все такое прочее. В общем-то, как бы советская литература, она дала такой мощный росток на Запад, но при этом внутри страны она тоже существовала и так же, как в 20-е, 30-е годы, в общем-то, приносила некоторые довольно интересные плоды. Ну, я уже говорил о братьях Стругацких, которые, в общем-то, как-то очень быстро повзрослели. Вот, и вместо, значит, энтузиастичных романов о прекрасном Советском Союзе будущего стали писать такие книги, как «Трудно быть Богом», ну, до этого еще «Хищные вещи века», «Обитаемый остров», «Улитка на склоне», «Сказка о тройке» и так далее. Вот. И при этом они оставались в Советском Союзе. Вот. Но, в общем-то, ситуация уже была довольно-таки гнилостная. И в этой гнилостной ситуации люди литературы и искусства, они, значит, изобрели такой метод, можно сказать, творческий, под названием «фига в кармане». Это было лучше всего видно, наверное, в театре и в кино, но в литературе это тоже было. То есть, когда писали произведения, в принципе, такие как бы безобидные, но на самом деле ушлый народ, особенно, значит, привыкшие читать между строк советской интеллигенции, они это понимали, что это все не просто так. Ну и появились такие литературные хиты, как, скажем, ну опять же, книги братьев Стругацких, какие-то книги Василия Аксенова, там, скажем, «Затоваренная бочкотара». Да, потом Аксенов, разумеется, так же, как и Солженицын, уехал в Америку. В общем-то, лучшие писатели, и Войнович тоже уехал в Германию. Лучшие писатели эмигрировали, но некоторые тоже такие суперлюди,
они остались. Скажем, Юрий Трифонов, «Дом на набережной», или там альтист Данилов Владимира, по-моему, Орлова. В общем, было довольно много интересной литературы, которая как бы не сильно одобрялась властями. Вот. Это, конечно, были не произведения Леонида Ильича Брежнева, написанные, там, по-моему, Александром Чаковским, вот, и прочие, значит, агит-романы о героическом СССР. Вот. Но, тем не менее, эти тексты издавались и отдельными изданиями, выходили в журналах и так далее. Вот эта вот фига в кармане, в общем-то, она достаточно неплохо себя чувствовала в СССР. Вот. Отчасти это было связано, опять же, вот с этой политикой кнута и пряника. Да? Скажем, ну вот, братья Стругацкие, почему я о них много говорю, просто потому что я очень люблю этих писателей. Я думаю, это мои любимые советские писатели вообще, ну, по крайней мере, того периода. Они, при том, что писали совершенно антисоветские вещи, ну, вспомните, скажем, «Гадкие лебеди», да? Вот. Но при этом их власти все-таки тоже держали в узде. А каким образом? А вот таким образом, что братьям Стругацким стали заказывать киносценарии. И они писали сценарии для каких-то фильмов, для каких-то комедий, там, скажем, «Чародеи» или там «Отель у погибшего альпиниста» и так далее. А киносценарий это для советских писателей был просто, ну, это золотое дно было для них, потому что за киносценарий очень много платили. Где-то там гонорары за киносценарий были порядка 10 тысяч рублей. Но это просто простому работяге, даже с достаточно высокой зарплатой, это надо было вкалывать, я уже не знаю, сколько лет, чтобы такие деньги получить. Вот, так что вот такая вот была история с советской литературой в годы застоя. Ну, а когда наступила знаменитая пресловутая перестройка и гласность, ну, тут надо сказать, что литераторы оказались в первых рядах. То есть вот все так называемые вот эти писатели и публицисты-шестидесятники, которые расцветали во времена оттепели, а потом, соответственно, значит, куда-то там ушли в полуподполье во времена застоя, они тут же расцвели, и началось. Стали печататься в стране открытым способом произведения запрещенные, там от «Мастера и Маргариты» Булгакова там, до Ивана Чонкина и «Москва 2042» Войновича, опять же, естественно, Солженицын и все такое прочее. И, в общем, я думаю, что из всех культурных сфер больше, чем советские писатели и поэты, от перестройки выиграли только советские рокеры, которые тоже из глубокого подполья вознеслись, значит, на стадионы. Так что во многом именно советская литература подорвала некоторые идеологические, эстетические основы советской власти, за что этой литературе большое спасибо. Вот. Что еще я хотел сказать? Да, по поводу заработков. По поводу заработков советских писателей и поэтов. Я совсем недавно посмотрел фильм «Не бойся, я с тобой». То есть, когда-то я видел этот фильм на премьере в Доме кино. Это режиссер Юлий Гусман, известный КВНщик, музыка и в одной из главных ролей Полат Бюльбюль-Оглы, песни на стихи Алексея Дедурова. Алексей Дедуров, покойный, к сожалению, был моим близким другом. И у него дома я все время устраивал квартирные концерты. Ну, не то, что я устраивал, но с моей подачи. Вот. Выступал там все время, кстати, Витя Цой, и Башлачев там выступал, и Гребенщиков, и все прочее. И Дедуров был прекрасным поэтом, но опять же поэтом-антисоветчиком, то есть он писал в основном в стол, и стихи свои опять же
их невозможно было опубликовать, и он их исполнял вот на таких же квартирниках, вот как вот все эти самые рокеры-гитаристы выступали, а до них барды. Так вот, скажем, Лешу Дедурова тоже, в общем-то, держали в узде приглашение, скажем, писать тексты для каких-то популярных советских песен, для кинофильмов и так далее. «Когда уйдешь со школьного двора» под звуки нестареющего вальса и так далее. То есть вот эта политика кнута и пряника, она тогда работала, и она, в общем-то, по-видимому, она в каком-то смысле была очень эффективной. Потому что, с одной стороны, значит, она не выпускала пар такой гремучей антисоветчины, а с другой стороны, она позволяла советской культуре, ну и литературе в частности, и поэзии, в общем-то, быть такой вполне качественной и сохранять в стране всякие ценные кадры, вот, чтобы не все утекли за границу. Ну и, наверное, последнее, что я скажу во второй главе рассказа о советских писателях, это, наверное, то, что, как-то ни странно, иностранная литература тоже в Советском Союзе была представлена достаточно обширно. Конечно, не целиком и не полностью. Конечно, не было там ни Уильяма Бэрроуза в советских изданиях, ни Хантера С. Томпсона, ни многих других. Вот. Но были, в общем-то, многие прочие, там от Кензабура Ои, японца, до Габриэля Гарсия Маркеса, колумбийца. Был журнал «Иностранная литература», выходили там вот всякие эти книжки. Я прекрасно помню, что свою любимую книгу «Отрочество», а именно «Над пропастью воржи» Селлинджера, потом я ее прочел и по-английски, но сначала я ее прочел на русском языке. Она была выпущена отдельным изданием. Культовая американская книга, которая, ну, как вы знаете, в общем-то, очень много что стимулировала. Так что в этом смысле, опять же, это была такая вот политика такой дозировки, что ли, что вот что-то можно, что-то нельзя. Вот. А в результате, в общем-то, жизнь получалась достаточно интересной, я имею в виду культурная и литературная, достаточно интересной, достаточно насыщенной. Вот так. Начал за упокой, кончил почти что за здравие. Это была вторая заключительная глава рассказа о советских писателях в видеоэпопее «Популярная советология». Зовут меня Артемий Троицкий. Пожалуйста, откликайтесь, пишите письма, комментарии. Я это все читаю, а кое-что даже зачитываю и отвечаю на вопросы. Спасибо за внимание, друзья, товарищи. И важное объявление. Следующий выпуск «Популярной советологии» у нас будет такой как бы экстренный, чрезвычайный, внеочередной, потому что это будет 1 января. 1 января, Новый год, и мы там, кстати, перейдем на новое расписание, но об этом я скажу аккурат 1 января. У нас будет серия на тему «Новый год в СССР». Не пропустите. С наступающим. Пока.